Всем доброй ночи. Итак, перед вами телячье сердце, 6 свечей, а там это из рога антилопы мне подарили. Но вы можете брать обычный нож или клинок. Я вам сейчас все объясню. И рюмка водки. Можно спирт. Дорогие друзья, я уже говорила вам и рассказывала очень много о своей прабабушке. И о ее окружении, о ее жизни. И много еще о чем. Моя прабабушка прошла геноцид. Она видела очень много страшного. Но у этого человека не было ненависти внутри, в душе, как и у меня. Потому что она понимала, что среди каждого народа есть люди и нелюди. Мы жили там, наше селение находилось рядом с азербайджанским селом. И они приходили к нам продавать овощи, фрукты. Всегда было нормальное человеческое отношение между людьми. И так должно быть, и это правильно. Поэтому у меня никогда нет предвзятого отношения. Невзирая на то, что я очень болею душой за свой народ и радуюсь и печалюсь вместе со своим народом, это не означает, что у меня есть ненависть к другим народам. Не было никогда и не будет. И вы прекрасно знаете, сколько лекций, сколько уроков я подарила вам об истории совершенно разных народов. Тюрков в том числе. Так вот, я хочу подарить вам ритуалы одной женщины, которая стала близка моей бабушке, приходила к нам. Точнее, она пришла по просьбе нашей соседки, чтобы вылечить ее дочь. Знаете, есть на Кавказе такое выражение «заговорить чоп». Это люди, которые там родились, жили, меня поймут. Это когда очень много собирается всякого мусора в переносице и мешает дышать. И вот были такие женщины, которые врачевали, которые умели очищать. То есть они каким-то образом, их учили их же бабушки, матери, воздействовали на эти точки. И, в общем, вот это все лишнее выходило. Освобождало вот этот вот дыхательный канал. Вот наряду с тем, что она была ведьма, она умела и врачевать. Была другая женщина, которая была вдова. У нее было 6 детей. Моя бабушка, жалея ее, помогала, отправляла ей продукты. Она была тюркчанка. Так вот, я хочу сказать, что между людьми обычными человеческие отношения вполне возможны. Так вот, когда эта женщина узнала о том, что мы как бы помогаем той вдове, как-то, придя в наше село, заходила к нам. Знаете, есть такая традиция у горских народов брататься или называть себя названной сестрой. У тюрков это называется кирва. То есть, это как бы крестные в нашем понимании. Люди, которые братаются, которые становятся близкими людьми и в трудную минуту как бы помогают друг другу. Называют друг друга роднёй. Но вот эта женщина приходила к нам, и после смерти бабушки приходила уже к моей, не прабабушке, а к бабушке моей маме, то есть отцовой матери. И мы знаем, что она многих лечила, она была вообще знаменитость. Жила она в Гордобанском районе, и я сначала не понимала, почему вот такое отношение к ней, знаете, уважительное и у местных жителей, как-то я узнавала,
что вот к ее семье, у них какая-то семья беев называли они, такая, то есть достопочтенная семья, военачальники вообще-то беи. А потом, когда я узнала ее фамилию, и потом я изучила, естественно, историю, и не только Осману, вообще мировую историю, когда я стала историком, я поняла, почему к ней такое отношение. Даже если обычные необразованные крестьяне понятия не имели, кто такие представители ее рода, в любом случае, наверное, они где-то слышали об этом известном роде. Так вот, эта женщина была тюркчанка, не азербайджанка, но жила среди азербайджанцев. И их наречие вот их семьи, их родственников немножко отличается от тюркского и от азербайджанского наречия. Я хочу заранее извиниться, если там есть неточности в словах. Люди, которые знают тюркский язык, они сами исправят эти слова и произнесут правильно. Но поскольку переписывала с ее слов моя мама, то, естественно, она как слышала, так и писала. Там могут быть неточности, имеется в виду, там одна буква здесь, одно слово там. Ну, неточности в выражениях, но смысл общий, он передан. Так вот, Айше Зейнаб, так звали эту женщину, была из рода знаменитых военачальников Кёпурлу. Так вот, Кёпурлу завоевали, можно сказать, всю Азию, Европу, Кавказ в свое время. Их еще называли Каракартал, что в переводе означает черные орлы. Специально во времена султана Мурада было как бы создано вот такой тип поощрения, знамя черного орла и, значит, медаль особая черного орла, знак черного орла. И некоторые янычарские корпусы так и назывались Каракартал. Это те янычарские корпусы, которые подчинялись могущественному роду Кёпурлу. Это много поколений военачальников, дорогие друзья. Так вот, одна из ветвей этой семьи Кёпурлу когда-то поселилась в Месхетии, а потом перебралась, извиняюсь, к Гордобане, некогда княжество Гордман. И вот гордобанские тюрки, они известны своим врачеванием, известны своими различными там знаниями, да, таких темных наук, магии. И этих женщин боятся, но и приходят к ним за помощью. Может быть, те, кто там жил, родился, может быть, знают и узнают из моего рассказа про нее. Ее сейчас нет в живых. Она выразила такое желание оставить некоторые свои работы, ритуалы, заговоры. Я еще тогда не понимала. Моей семье. Сказала, напиши и оставь. Но она не указала, кому оставить и что. Понимаете? Такой вот зеленый блокнот. Что интересно, этот зеленый блокнот у мамы был для закруток, там различные рецепты она записывала. И невзначай записала и вот эти ритуалы. Их несколько ритуалов, но они очень сильные. Я долго думала, стоит ли мне отдать народу. Все-таки это мне подарено. Это мне отдано, я так понимаю. Но потом, получив некое такое разрешение, не буду говорить, каким образом это происходит, это вам знать не нужно, я решила все-таки подарить вам, потому что это нужная очень работа, которая не должна пропасть и должна служить народу. Этот ритуал должны провести люди смелые, которые не боятся за себя постоять. Это древний ритуал, старинный очень. Но это ритуал семьи именно Зейнаба Кёпурлу.
Поэтому этот ритуал нигде не записан, нигде не существует. И, естественно, поскольку я отдаю миру, авторство мое. Это так на будущее, чтобы люди не думали, что если я говорю, что это мне дано, значит, можно сказать, что это им тоже принадлежит. Нет, это мое. Я первое говорю миру об этом ритуале, я разглашаю. Это было подарено моей семье, а именно мне. Значит, это моя работа, мой ритуал. И я никому не позволю присваивать. Это учтите. Так вот, человек может провести такой ритуал себе не часто. Это должен быть, знаете, такой контрольный удар по своим врагам. Знайте своего врага, возьмите его фотографию и поставьте впереди 6 свечей, водка, телячье сердце. Именно телячье. Телячье или бычье сердце, ну, в общем, говяжье сердце, не свиное. После того, как вы сделаете, сожгите фото вместе с пеплом, это сердце унесите на откуп. Если не знаете, просто проведите. Удар пойдет туда, куда надо. И очень хорошо пойдет, прям очень. Те, которые, скажем так, не готовы, не очень знают, как, или боятся, есть люди. Хотя не нужно бояться этого. Это не порча, чтобы был ответ оттуда. Это возмездие. Если человек не виноват, он не пострадает, и вы в том числе. Но могут попросить провести этот ритуал практику для себя. Точно так же. Но практик знает, как сделать от имени человека. Об этом не будем распространяться. Работа очень сильная и требует очень большого внимания и уважения. Пусть успокойся. Здесь сердце пахнет, пусть и тут ходит кругами. Итак, берете, покупаете нож с рукояткой как бы деревянной или кость. Но кость это дорого обойдется. Возьмите деревянный. Не берите сдачи. Возьмите нож, купите в любой день. Желательно, кроме субботы. И не берите сдачи. Или платите с карты. Это раз. Сердце говяжье. Его можете купить заранее. 6 свечей восковых. Можете черные свечи. Те, которые хотели бы эффекта побольше. Спирт или водка. Читать нужно 6 раз. Я покажу все это действие, естественно. Наречие османо-тюркское. Еще раз повторяюсь, кто знает тюркский язык, он сможет более правильно произнести слова. Но здесь речь не об этом, здесь больше в действиях и вызовах определенных сил. Читать нужно 6 раз, потом завернуть это сердце, отнести, выкинуть либо в болотистое место, стоячую воду, либо закопать, либо оставить возле берега реки. Если вы возле берега хотите оставить, оставить возле берега реки. 6 монет и кусочек черного хлеба. Оставляйте, говорите русскими словами «откупаюсь» и уходите. Да, если у вас рукоять ножа будет деревянный, лучше этот нож кинуть рядом, если он деревянный. Если найдете, значит, из кости, то есть купите кости, дорогой нож, его выкидывать не нужно, его можете использовать дальше. Только с деревянной рукоятью нужно выкинуть. Использовать больше нельзя. Итак, начнем. Ёжик, иди отсюда, мешаешь. Сидит наготове. Слова вам переводить не буду, потому что я не считаю нужным. Я считаю, что если человек приходит ко мне, он должен мне верить и доверять. Но примерно так. Все, что ты сделал, тебе возвращаю. Проклинаю тебя за твои деяния.
твое сердце у меня в плену. Я тебя прокляну за то зло, что ты сделал, а тысячи мечетей повторять за мною аминь. Дальше первый удар тебе порчу вернет, за меня отомстит, накажет и так далее. 6 ударов всего лишь. Но здесь слова посильнее. И вибрации языка намного сильнее. Естественно, это ритуал, который использовался много веков, может быть. Естественно, он очень сильный. Итак, начнем. Да, пока вот над сердцем говорите. Düşmanım, senin kalbin elimde. Ruhun tutsaklik. Evet, çerçek oldu. Mehkeme. Так крутите вокруг сердца. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Читаю медленно, чтобы вы запомнили слова. Ne yolladı beni? Ben seni iade ediyorum. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Ayıp sana. İmha sana. Agri sana. Böylece dünya seni emir. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Бьете. İlk vuruz. Küfür denecek. İkinci vuruz. İntikam her şey için. Her şey için. Üçüncü vuruz. Seni ceza mendiracak. Dördüncü vuruz. Senin dimin kesmek. Beşinci vuruz. Mutluluk amecak. Altıncı vuruz. İş tamamlayacak. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Потом наливайте. Сверху немного спирта. Давайте постараемся вот таким образом, чтобы на ткань не попала и не загорелась ткань. Нужно, чтобы горело. Если не горит, просто капайте сверху эту свечу, чтобы создавалось некое такое подобие гари. Видите, не хотят уходить враги мои. Но придется. Капая свечой на сердце. Düşmenin kalbi yanıyor. Düşmanın hayatı açık. Düşmanım yanıyor. Öyle olsun.
Потом снова. И так вот 6 раз. Еще раз почитаю, уже более бегло. Вначале читала, чтобы вы разобрались. Душманим саним кайбин элимде. Ruhun tutsaklik. Evet çerçek oldu mehkeme. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Ne yolladı beni? Ben seni iade ediyorum. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Ayıp sana. Amha sana. Agra sana. Байлече dünya seni emir. Elir. Извиняюсь. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. İlk vurus, küfür denecek. İkinci vurus, intikam her şeyin için. Üçüncü vurus, seni cezalendirecek. Dördüncü vurus, senin dimin kesmek. Beşinci vurus, mutluluk alacak. Altıncı vurus. İz tamamlayacak. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin alacak. Потом снова берете сюда спирт или водку. Желательно такой, чтобы горело, но здесь не горит, потому что, видимо, не очень хорошая водка, хотя дорогая вроде бы. Если не горит, начинаете создавать ощущение гари. То есть капая таким вот образом. Будет потухать, снова делайте, ничего страшного. Düşmanın kaybı yanıyor. Düşman hayatı açık. Düşmanım yanıyor. Öyle olsun. И в конце, когда 6 раз прочитали, завершили, вот эти слова говорите снова 6 раз. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. Dedim lanet olsun. Ve binlerce cami tekrar amin olacak. И так далее. Ждете, пока догорят все свечи. Если не использовали всю водку, ничего страшного, можете потом вылить эти свечи вместе с сердцем. И если у вас нож с деревянной рукояткой вместе с этим всем, значит, собирайте в черной материи, можно в старой своей вещи. Вот старая майка порванная не будете одевать. Все это собираете и относите, либо топите, кидаете в такую стоячую воду, не в реку, либо закапываете, либо оставляйте возле берега реки. Или там ручейка бегающей воды. Если кидаете в воду, значит, откуп кидайте сзади, вот эти все 6 монет кидайте и хлеб, кусок хлеба. Если закапываете, значит, монеты сверху ложите вместе с хлебом. Если возле берега реки, все это оставляйте вместе. Говорите: откупаюсь, и уходите. И вы посмотрите, что начнется с вашими врагами. Начнется такое, что не дай боги никому. Очень сильная вещь. Но еще раз говорю, что это один из османо-тюркских наречий,
Поэтому, если есть какие-то там неточности в буквах, ну, например, может быть, знаете, одна буква не там, другая не тут. Если кто знает язык, исправьте эти буквы и произносите правильно. А кто не знает язык, ничего страшного. Самое главное – это действие и призыв того, что призывается. Не столь, знаете, как бы сказать, принципиально важно. Выполните как положено, как я сказала, а результат не заставить ждать. И вы сами увидите, что с вашими врагами случится. И поблагодарите ту самую Зейнаб. Ой, нет, Зейнаб. Зейнаб была ее дочка. Представляете? Перепутала. Которая вам оставила Гюлизар. Которая вам дала через меня этот спасительный ритуал. Я как-нибудь еще сниму с ее работ. Мне нужно подготовиться, потому что это очень сильная работа и немножко трудно. Знаете, загруженность большая, все в одну кучу, немножко трудно. Но в любом случае, постепенно я буду дарить их. Я думаю, что для людей тюркоязычных это манна небесная. Легко для них произносить, легко делать. И самое интересное, что их энергетика совпадает с этими, как вам сказать, с этим языком, да, с силой этого языка. Естественно, у них получится намного быстрее и сильнее, чем у других. Хотя не факт, потому что есть многие, у которых предки кочевники. Всем удачи и всех благ.